Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж. 24 число у нас на календаре. Сегодня игра немножечко опять обновилась. И нам, собственно, завезли два пакета сборных, которые мы можем приобрести. Я сейчас нахожусь на сайте eFootball Hub и хочу с вами поговорить про одну из этих сборных. Завезли нам сегодня Голландию, завезли нам сегодня Испанию. Сейчас поговорим про Голландию, потом следующее видео будет про Испанию. Также здесь уже анонсировали у нас сборную Португалии и сборную Бельгии, но пока что рейтингов мы не знаем. Наверняка они появятся в следующий четверг, почему-то мне так кажется. А может и в понедельник завезут, хрен этих Konami знает. В общем-то, продаются эти сборные по 900 золота, как вы знаете. И основной вопрос, наверное, а стоит ли покупать, а многие ли из этих игроков смогут стать в ваш основной состав. Если вы, конечно, болеете за сборную, то тут, да, вопросов нет. Естественно, покупать стоит. А вот если вы не болельщик этой сборной, много ли в ней действительно хороших игроков? Об этом я с вами и хочу поговорить. Как всегда, ссылки на мой телеграм с новостями в описании, в закрепленном комментарии. Там же ссылка на мою личку, если ты хочешь задонатить в мобилочку с российской карты. Ну и давайте приступать смотреть, что у нас здесь. Итак, начинаем с вратаря. 86 будет иметь рейтинг обычная его карточка. Вот эта карточка, которая продается 89. Видим ап здесь абсолютно всех статов. Ну и, конечно, все стили будут по 90. Тут ради стилей только, в принципе, можно уже брать этих игроков. При этом -1 у него будет в парировании и -1 в зоне отражения. Поэтому смотришь на вот эти все плюсы, нахрена ему реализация, нахрена ему игра головой. Плюсы понарисовали, а в итоге по вратарским статам целых 2 минуса имеем. Хороший вратарь, ну, я бы не сказал, сами понимаете. Обычно карточка стоит 10 тысяч, тут и говорить не о чем. Ни в какой основной состав он не залетит. Дальше у нас Деврей, 92 у него максимальный рейтинг обычной карточки, 94 будет вот эта вот наша карточка. Видим плюсы везде, кроме -1 у него в ускорении и -1 в балансе тела. Вы этого даже не почувствуете. В остальном получается солидный плюс. Карточка стоит 120 тысяч, тоже не особо дорогой игрок. И вот он, кстати, вполне себе может становиться в ваш основной состав. Деврей хороший защитник, по 189 сантиметров, навыков достаточно большое количество для защитника. Вот эта карта вполне пойдет в основной состав. Ван Дейк, 95 обычная карточка, 95 вот эта вот карточка. Да, стоит он 490 тысяч, очень дорогой защитник, тем не менее получает всего лишь 2 плюса. Плюс 2 к подкрутке и плюс 2 к корпусу. Почувствуете вы это? Абсолютно нет. Тут стоит брать только из-за того, что карточка сама по себе дорогая. И, конечно же, 90 сыгранности будет под все стили. Ван Дейк вполне себе становится в основную команду. Дальше правый нападающий у нас 90 обычная карточка, 92 специальная. Получает он везде плюсы, кроме контроля мяча, скорости дриблинга и удержания. Здесь он получает по -1. Обычная карточка стоит всего лишь 51 тысячу, вряд ли он станет в ваш основной состав. Игрок неплохой, но не более того, ребят. Дальше Классен, центральный полузащитник. Тут аж плюс 5 у него по сравнению с обычной карточкой. Обычная карточка 87, специальная 92, но при этом обычная карточка стоит всего лишь 15 тысяч. Здесь у нас очевидно везде все плюсы, но даже близко Классен, конечно же, не подойдет к вашему основному составу, я в этом практически уверен. Депай, 91 обычная карточка, 93 специальная, везде плюсы, тут аж на плюс 4 у него, допустим, сила удара, плюс 2 умение атаковать, это все здорово. Собираете Барселону, конечно же, он вам пригодится. Обычная карточка стоит всего лишь 82 тысячи. Но вроде как из Барселоны его скоро попрут. Я такие, по крайней мере, слухи читал. Прям для супер-мега-топ основного состава не зайдет. Для состава Барселоны вполне себе. Но не более того. Значит, левый нападающий, 89 обычная карточка, 91 специальная. Тут у нас тоже одни плюсы, но минусы у нас в ускорении и в балансе тела. -1 там и -1 там. Даже не почувствуете. Обычная карточка очень дешевая, стоит 29 тысяч всего, и я считаю, что для основного состава паренек очень даже слабоват. Де Йонг, вот он, конечно, в основной состав залететь может, в принципе, хороший центральный полузащитник, тоже, как вы видите, получает одни плюсы, и при этом получает аж плюс 3 паса низом, и в остальном тут одни плюс 1, короче. В принципе, и сама карточка хороша, в основной состав он вполне себе залетает, 280 тысяч, кстати, стоит
Его обычная карточка, в общем, очень хороший дирижер. Играл за него и на мобилке, и на ПК. Карта мне понравилась. Правый защитник Интера. 90 обычная карточка, 92 специальная. Тоже видим кругом одни плюсы, кроме баланса тела и умения атаковать. Ну, если умение атаковать для правого защитника вообще не является ничем критическим, то баланс, конечно, хотелось бы побольше. Но минус 2, с другой стороны, это тоже немного. При этом у него апаются все статы в защиту, у него апается пас и низом и навесом, что ему пригодится. В основной состав я бы его не ставил с таким-то хреновым балансом на самом деле. Но он может тащить за счет роста 189 для крайнего защитника. Это очень даже путевый рост. Обычно его карточка стоит всего лишь 47 тысяч. Игрок недорогой. Дальше де Лихт, наш центральный защитник из Баварии. 94 обычная карточка, 95 специальная. И стоит обычная карточка всего лишь 260 тысяч. Хотя что, всего лишь? Ну, 260 тысяч это все-таки 260 тысяч. Да. Получает он тоже достаточно много апов, но при этом у него минусы по умению атаковать, который ему нахрен не надо. Минус 1 игра головой, ладно, нужный навык. Минус 2 ускорения, печальненько. Минус 1 прыжок и минус 1 корпус тоже печальненько. И минус 2 баланса тела. Но при этом получает, в принципе, по плюс 1 к защитным навыкам, а к агрессии аж плюс 4. Эта карточка спокойно становится в основной состав. Считаю, что он здесь хорош и, в принципе, ради него тоже стоит покупать эту сборную. Ну и последний опорник у нас Куб Мейнерс, не знаю даже, если честно, как читается его фамилия, 90 на максимальной прокачке обычная карточка, 94, собственно, специальная. Стоит он всего лишь 47 тысяч, да, тут везде плюсы, причем по плюс 3, прям вдолбали везде на специальной карточке, но для основного состава, мне кажется, он слабоват. Хотя, вроде и умеет в защиту, и, в принципе, скорость ускорения присутствует, пас присутствует, но, мне кажется, есть опорники и поинтересней. Итак, вот такая вот Голландия у нас получилась за 900 золота. Брать или не брать? Я бы сказал, скорее, наверное, не брать. Да, с одной стороны, тут есть Де Врей в основу, Ван Дейк в основу и, пожалуй, Де Йонг в основу. Де Йонг и Де Лихт в основу. Вот эти вот 4 карточки можно спокойно рекомендовать в основной состав. Остальные же, ну, постольку-поскольку. Мне кажется, Испания выглядит поинтересней. И Испанию мы, собственно, обсудим в следующем ролике. В общем, пиши, брал ты эту сборную или не брал, или, может, уже взял Испанию. Я с удовольствием все это дело почитаю. А на этом прощаюсь. Сегодня будет, конечно, второй ролик по Испании. С вами был Морж. До новых встреч. Пока-пока.